Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Черкасова Ольга, и это канал Кэт Рукодельница, который посвящен вязанию крючком и спицами. Первым делом хочу поздравить всех с наступившим Новым годом. Все мы в новом году ждем чего-то нового, интересного, необычного. И поэтому наш канал я тоже решила наполнить кое-чем новым. В основном, точнее не в основном, а все видео на нашем канале посвящены именно вязальному процессу. Мы либо создаем какую-то вещь, либо испытываем какой-то новый узор. И я вот такие уроки решила разбавить просто вязальным влогом, где мы сможем с вами побеседовать на какие-то вязальные темы, например, о пряже, о спицах, о крючках. И я вам буду показывать свои вязальные процессы, что у меня в проекте и какая пряжа у меня сейчас в приоритете. Вот, поэтому будут такие легкие видео выходить, которые можно посмотреть, послушать за чашечкой кофе или за чашечкой чая. И в этом году первое видео у нас будет именно в таком стиле. Опять же, хочу сделать небольшую остановку для тех, кто задумал все-таки эти выходные провести активно и связать себе какую-нибудь обновочку. На нашем канале есть много уже мастер-классов. Сейчас я вам напомню о некоторых из них. И если вы будете работать, то можете спокойно начинать, потому что мастер-класс уже на канале есть. Первый мастер-класс это по крючку. Мы вязали вот такой вот пуловер. Он вяжется поперек в стиле оверсайз. У меня есть даже фотографии ваших работ, вы мне уже отправляли. И вязали его в таком более притальном стиле, не в таким широким рукавом фонариком. Он тоже смотрится очень круто. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании под видео. Если вы соберетесь на этих выходных повязать, к примеру, вот такой пуловер, то можете связать его не оверсайзом, а более по фигуре. Он тоже будет смотреться круто. Так, это по крючку я сказала. Теперь о спицах. Тоже пуловер. Он такой ажурный, с аранами. Он вяжется снизу вверх. Это не реглан. Кстати, этот пуловер такой получился самый носибельный в моем гардеробе. Я его ношу чаще других всех остальных вязаных вещей. Очень получился ловкий, удобный. Его очень классно носить. Кстати, если... Я знаю, мало кто пользуется, но на любом YouTube-канале есть такая вкладочка. Вот сейчас смотрите, главная страница канала. И вкладка «Плейлисты». Вы в нее заходите, и в этой вкладке все ролики подобраны по тематике. То есть, например, вы можете выбрать только узоры крючком, только узоры спицами. Или вы хотите кардиганы повязать, или пуловеры. И вы можете посмотреть, то есть, какие мастер-классы уже имеются на моем канале. Или вот смотрите, например, вы решили связать свитер, да, спицами. Вы взяли, отфильтровали, только узоры спицами вам показываются, которые есть на моем канале. И так намного удобнее выбирать, чем листать полностью все видео. Поэтому пользуйтесь. И еще один момент. Кто уже подписан на наш канал, он знает, что мы вяжем спицами сейчас мужской свитер с оленями. Этот мастер-класс у меня разбит на части. Он получился достаточно такой емкий, длинный. И в ближайшие 3-4 дня я выпущу последнюю часть, которая посвящена вязанию рукавов. Но даже если вы не вяжете этот свитер, вам тоже будет полезно посмотреть этот мастер-класс, потому что именно я в мастер-классе расскажу формулу расчета рукавов. То есть при вязании реглана сверху, как правильно распределить убавления, чтобы рукав был красивый, и чтобы между этими убавлениями было одинаковое количество рядов. Как именно рассчитать? Ну и, конечно, как связать красивое убавление, все будет в этом уроке. Поэтому нажимайте на колокольчик, следите за уведомлениями о выходе новых уроков. Кстати, этот свитер у нас на замочке, и как вшивать замок уже видео выпущено на канале. Все ссылочки будут в описании, заходите, смотрите и вяжите вместе со мной. Так, по поводу «вяжите вместе со мной» тоже. Вы отправляете очень много своих работ мне в личные сообщения, я с удовольствием всегда их смотрю, читаю ваши такие восторженные эмоции о том, что у вас все получилось, вы благодарите меня, а я в свою очередь благодарю вас за то, что вы этим делитесь. И поэтому те, кто хочет поделиться своей работой не только со мной, добавляйте, пожалуйста, вот такой хэштег к вашим постам. Вяжу с Кэт Рукодельницей, все буквы русские.
И тогда все, кто подписан на наш канал, смогут увидеть вашу работу. Вот, если такого желания нет делиться со всеми, то продолжайте отправлять мне в личные сообщения, тогда это уже останется только между нами. Так, вот, что еще? Насчет книги я хотела это и сказать. У нас недавно был розыгрыш на канале, и я одной из подписчиц подарила вот такую книгу прямо в прямом эфире. И получилось так, что в прямом эфире я не очень удачно выразила свою мысль. Кстати, поэтому я всегда сомневалась насчет съемки таких видео, да, монологов, потому что именно может создаться такая ситуация. Получилось так, что как будто я мою книгу кому-то передарила. Я сказала, что мне эту книгу подарили, точнее, я ее выиграла тоже в одном из конкурсов, и когда мне пришел этот подарок, эта книга, просто была у меня такая буря положительных эмоций, и я решила, что нужно этой бурей обязательно будет поделиться с вами. И поэтому заказала я, конечно, вторую, точно такую же книгу, и нашему победителю я отправила абсолютно новую книгу. А эта книжечка, она у меня, я ее дарить никому не собираюсь. Вот, если у победительницы будет настроение, желание, она напишет, что у нее новая книжка, она даже в вакуумной упаковочке закрытая, она не открывается просто так, то есть ее нужно именно распаковать из заводской упаковки. Вот, этот момент сказала, потому что как-то он меня тревожил, как-то вот остался у меня отпечаток, что неудачно я сказала, поэтому хотела очень осветить этот момент. Вот так. Теперь ролик все-таки я этот хочу посвятить моим вязальным проектам, моим планам, и хочу немножко рассказать о этих проектах и о пряже, которую я собираюсь использовать. Что сейчас у меня, так скажем, на крючке. Покажу. Кстати, свое вязание я храню вот в таких корзинках из джута. Очень просто вяжутся крючком, прикольно смотрятся. Еще у меня есть вот такая круглая корзиночка. Очень красиво смотрятся, допустим, да, вы вяжете, оставили вязание там на кровати или на диване, красиво. То есть это не какой-то пакет, не просто раскидано, очень интересно, аккуратно смотрится. Даже, к примеру, если к вам пришли гости, у вас вязание так красиво прибрано. Вот. О моем проекте вяжу я вот такой вот. Будет это свитер в таком стиле. Может, вы слышали, называют свитер рыбака. Это такой грубый свитер из толстой пряжи. Я хочу не то, что такой свитер прям связать, а какое-то подобие, потому что вот пряжа мне продиктовала, да, это. Сначала это вообще был пуловер, ой, не пуловер, а кардиган на пуговицах. Но в процессе я поменяла свое решение, решила, что это будет именно свитер такой объемный, большой, с большим воротником. Связан он, кстати, имитацией английской резинки. Пряжу я использую очень интересную, да, вот эта пряжа, которая поменяла мои планы. Это пехорка гламурная. Мне очень понравилась эта пряжа. Она очень мягкая и очень нежная. Она состоит на 35% из мериносовой шерсти, остальное акрил. У этой пряжи интересная структура. Сейчас я вам покажу поближе к камере. Вот именно из акрила связан такой полый шнурок, который набит мериносовой шерстью. И пряжа получается очень объемная. Вот видите, моток 50 грамм, он на 2 ладони у меня укладывается. То есть в одну ладонь не помещается. То есть пряжа очень пышная. Вот я вяжу крючком шестерка. То есть и спицы можно брать большие, и крючок. То есть вещь вяжется быстро, и при этом она получается легкая. Если, к примеру, вы хотите связать плед, то он может получиться весом до 3 килограмм, да, если полноценный большой плед. И если вы возьмете пряжу вот в стиле полого шнурка, то вы этот плед сделаете легким, но при этом он останется теплым, потому что меринос все-таки он теплый, пряжа пушистая, очень мягкая, приятная к телу. И круто подойдет и на разные вот кардиганы, да, какие-то удлиненные в стиле оверсайз, когда получается большой расход пряжи. И не нужен вот этот большой вес, чтобы кардиган так висел, как, да, не растянулся там совсем до полу. Поэтому советую вам выбирать пряжи на основе полого шнурка. Очень мягкие, очень нежные. Вот в качестве, к примеру, можете взять пехорку гламурную. У нее, кстати, 175 метров на 50 грамм метраж. И вот такой вот пышный, огромный объем. Сама по себе еще вот эта ниточка, она такая неупругая. То есть она вот так вот не пружинит, не тянется. Поэтому резинки
шип из нее, которые связаны, не очень упругие, но при этом они форму держат. Узор не расплывается, узор тоже держится. И вещь, она не выглядит, да, такая, как обмякшая, обвисшая какая-то тряпка, а именно есть и форма, есть и объем, есть и мягкость. Вот не знаю, как-то вот все такие положительные качества вот срослись в одно такое целое. И вот этот эффект именно мне дала пихорка гламурная. Советую эту пряжу. Думаю, потом обязательно закажу ее еще раз и испытаю именно в спицах, потому что сейчас у меня проект на крючке. И еще один у меня проект, это уже этому проекту, наверное, год, если не больше. Есть у меня такая пряжа. Называется Флора от фирмы Drops. Это стопроцентная шерсть. Тоже достаточно такая тоненькая пряжа. Так, у нее 210 метров на 50 грамм. Пряжу покажу поближе. Она пушистенькая, нисколько не колючая, мягкая, нежная. У меня уже из этой пряжи, сейчас покажу, связаны варежки. Очень изящные, такие очень красивые варежки. Мастер-класс есть на канале. Варежка украшена бусинами. Мастер-класс по крючку, как я уже сказала. И еще также крючком у меня связана вот такая шапочка бини. Тоже с бусинами. Это имитация резинки 1 на 1. Уже я второй сезон ношу этот комплект. Из варежки и шапочек. Из шапочки пряжа показала себя очень классная. Ни катышек, ничего не растянулось, не потеряла ни цвет, не пожелтела. Очень хорошо смотрится. Осталась у меня еще эта пряжа. Я, конечно, планировала связать еще и снуд. Кстати, снуд хотела связать спицами. Даже подобрала узор. Такой на основе резинки. Пышный объемный узор. Вот ссылочка на узор. Можете посмотреть. Но никак у меня руки не доходят. Надеюсь, что вот довяжу вот этот свитер и приступлю к вязанию снуда, чтобы дополнить вот этот комплект именно таким снудом в один оборот. Так что все в планах. В принципе, это все пока что я планирую в ближайшее время. Выполню эти проекты, буду закупать следующую партию пряжи, потому что пряжу я обычно не покупаю большими порциями, именно вот так. 2-3 проекта, и мне достаточно. Во-первых, нужно хранить где-то эту пряжу, если ее покупаешь. Во-вторых, как-то меняются вкусы и цветовые предпочтения. Вообще производители постоянно выпускают какую-то новую пряжу, хочется чего-то новенького. Поэтому много пряжи я не беру. К тому же я заказы вязальные не принимаю. Я в основном вяжу для своего удовольствия, то есть для себя, для детей, для мужа, для сестры, там, для мамы. И поэтому как-то много пряжи мне не нужно. Ну и, конечно, вот для нашего канала больше всего мне нравится вязать, чем-то делиться с вами, потому что вы все-таки дарите столько в ответ эмоций, их очень приятно получать. Поэтому большие запасы пряжи мне не нужны. Я вот купила на 2-3 проекта. В основном заказываю, конечно, через интернет-магазин. Это очень удобно. Большим объемом сразу же доставили пряжу. И, во-первых, это намного выгоднее по цене, чем, конечно, пользоваться какими-то розничными магазинами. Со своими проектами с вами поделилась. Кстати, вы тоже делитесь своими мыслями, что планируете связать. Может, наши мысли совпадут, или может как-то ваши идеи, да, откликнуться во мне. И я тоже хочу создать какой-то проект, и потом вы сможете по нему, конечно же, связать. Все мастер-классы у нас на канале доступны. Пользуйтесь плейлистами, чтобы было удобнее искать нужный мастер-класс. Вот, и жду вашей реакции на такие видео в стиле разговорном, в стиле таком непринужденном. Нужны ли они вам? Может, вы даже какие-то темы хотели осветить. Вот я в ближайшее время планировала, конечно, что-то поговорить о инструментах, поговорить еще о какой-то пряже, поговорить о том, как правильно ухаживать за вязаными вещами, как их стирать, как их хранить. Это тоже очень важные моменты, чтобы именно вещь дольше нам служила и имела презентабельный внешний вид, не портилась, не превращалась, да, в такую тряпочку замызганную, всю в катышках. Вот, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы первый раз сегодня меня увидели, услышали,
Подписывайтесь на канал. У нас здесь много всего интересного. Заходите в плейлисты на главной странице, сами убедитесь. В общем, делитесь этим роликом со своими друзьями. Надеюсь, он будет им также полезен и интересен, как и вам. До скорых встреч. Всем пока-пока.